Я долго экспериментировал, как лучше фрезеровать эти шкатулки. Вот даже делал вариант из сосны. То есть вопрос был в том, как фрезеровать. Или вот так фрезеровать, чтобы фреза ходила, или фрезеровать вот так, сразу как бы несколько штук. Но в конечном итоге я остановился на вот этом диагональном варианте. Просто шкатулки будут расположены вот в таком шахматном порядке, потому что и в том, и в другом варианте получается очень много отходов. Поэтому буду фрезеровать сразу 10 штук, то есть достаточно большой лист, достаточно большая доска будет, и сделаю сразу 10 штук. То есть долго я экспериментировал в том, чтобы подогнать хорошо низ и верх. Вот, изготовил даже вот такую шкатулку, но аналогично, только здесь больше проходит. Дело в том, что здесь речь идет о десятых долях миллиметра. То есть если очень большой зазор, то вот при поднимании получается вот такая щель, что выглядит не очень красиво. Поэтому изменял ширину вот этого паза буквально на 0,1 миллиметра, пока не добился идеальной посадки. Вот сейчас покажу, как это делается. Покажу, как это будет выглядеть на компьютере. Вот это сейчас мы сделаем нижнюю сторону, нижнюю часть шкатулки. А так делается верхняя часть шкатулки. Фрезерования очень много, процесс очень длительный, даже не знаю, сколько он займет по времени. Я буду использовать такую большую доску, размером 500 на 360, из нее получится 10 шкатулок. В процессе изготовления используются 4 разные фрезы, поэтому, чтобы слишком часто их не менять, сразу лучше делать большое количество штук. Когда делаешь одну штуку, конечно, есть экономия материала, но, во-первых, заготовку неудобно зажимать, неудобно обрабатывать, возникает сколы, ну, то есть свои проблемы. Поэтому буду использовать заготовку вот таких размеров.
Это просто хранитель экрана. Хранитель экрана. Да. Он что, охранник? Ну, сколько миллиметров? 32. Нет, 22, да? Восемь. Ну так, все выпилено, можно проверять. Соединяем нижнюю и верхнюю часть. Ну, вот, ходит достаточно свободно. В принципе, щель небольшая есть, но без нее никак не обойти, иначе не будет лазить. Вот они все одинаковые, все подходят. Сейчас нужно убрать перемычки, а затем много шлифовки. Причем шлифовать надо сразу две части для того, чтобы они хорошо друг к другу подошли. Перемычки убраны, можно переходить к шлифовке. Шлифовать лучше сразу две части вместе, чтобы они подходили идеально, две части каждой коробочки. Но сначала перед шлифовкой лучше установить запорный механизм. То есть как этот запорный механизм действует. То есть магнит и металлический штырь. Штырь или обычно используют шарик. Обычно будет шарик, который встает посередине и запирает крышку шкатулки. Но я пробовал шариками, честно говоря, неудобно. Во-первых, его нужно точно позиционировать посередине, что не всегда получается, и в любом случае шарик запирает не очень хорошо. Поэтому я решил сделать следующее изменение. Во-первых, буду использовать цилиндр, а не шарик. И во-вторых, цилиндр будет не металлический, а это будет сам по себе магнит. То есть это вот магнитный цилиндр, вот, который имеет там, ну, где-то у него полкилограмма сила притяжения. Для того, чтобы не использовать магниты, не вставлять их в отверстие, что очень неудобно. То есть я просто беру маленький шуруп, закручиваю его в отверстие. Вот. И он будет притягивать этот магнит. Важно очень точно рассчитать силу притяжения магнита, это небольшой магнит, и массу шурупа, потому что открывать может быть достаточно тяжело. Поэтому опускаем цилиндр, магнитный цилиндр в отверстие, совмещаем отверстие, переворачиваем. Вот произошел щелчок, все, крышка заперта. То есть так уже никак ее не открыть.
Для того, чтобы открыть, нужно сдать место расположения этого цилиндра. В принципе, можно немножко приподнять вот, и увидеть его там. Совместить отверстие, чтобы цилиндр там не был зажат. И вот, он открылся. Конечно, сила притяжения магнита очень большая, поэтому надо как-то ее уменьшать. То есть сюда, конечно, ничего не поместить. Попробую подсверлить немножко, чтобы притяжение было не очень сильным. Все закрыто. Открыто. Щелчок произошел. Закрыто. Открыто. Вот, теперь уже можно крышку запереть и уже шлифовать, обрабатывать. Ну, что получилось в конечном итоге. Для того, чтобы шкатулку открыть, нужно определить, где находится магнит, в частности он здесь, и ударить по какому-то основанию. Вот, шкатулка открывается. Этот магнит, который фиксируется шурупом. Для того, чтобы закрыть, достаточно просто шкатулку перевернуть. В принципе, можно ударить и сильно по руке, чтобы не испортить шкатулку, какое-то твердое основание.